Добрый день, друзья! Когда уже все насытились первыми свежими ягодами, приходит время ягодной выпечки. Сегодня готовим пирог с малиной. Рецепт очень простой и запомнить его легко. Итак, в миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и вливаем 100 мл растительного масла без запаха. Слегка взбиваем венчиком до однородного состояния. При приготовлении этого пирога с легкостью можно обойтись и без миксера. Далее кладем по порядку все остальные ингредиенты. Стакан кефира 250 мл, стакан сахара и стакан манной крупы, а также стакан муки. Не забываем добавить 1 чайную ложку разрыхлителя. Теперь все смешиваем при помощи венчика и даем тесту постоять 20 минут. Тесто в итоге должно получиться средней густоты, но через 20 минут оно немного станет гуще, так как манка набухнет. Ну а пока давайте приготовим форму для выпечки. У меня сегодня разъемная форма на 20 см. Дно и бока формы застилаем бумагой для выпечки. С дном все понятно, защелкиваем края и лишнюю бумагу обрезаем. А чтобы боковая часть была ровной, я один край бумаги смазываю растительным маслом и приклеиваю его внахлёст на другой. Получается все максимально ровно, а это значит, что и пирог у нас получится красивый. Сегодня пирог будем делать с ароматной малиной, но в принципе подойдет любая ягода, и свежая, и замороженная. Прошло 20 минут. Выливаем половину теста в форму. Равномерно его распределяем по дну и выкладываем ягоду. У меня сегодня 350 грамм свежей малины. А ты уже поставил лайк? А теперь на ягоду выливаем вторую половину теста. Стараемся, чтобы вся малина была покрыта тестом. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Здесь ориентируйтесь на свою духовку. Времени может уйти даже чуть меньше, если у вас газовая духовка. Мой пирог выпекался около часа. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если на выходе она сухая, значит пирог хорошо пропекся внутри. Достаем его из духовки и даем полностью остыть прямо в форме. Затем снимаем боковую панель, убираем бумагу и перекладываем на тарелку. Пирог получается достаточно высокий, и посмотрите, какой он пористый и влажный. Сверху по желанию присыпаем его сахарной пудрой и украшаем свежей мятой. Вот такой красивый и вкусный манник у нас получился. Давайте посмотрим, какой он внутри. Влажный, мягкий, нежный и, кстати, достаточно сытный. А легкая ягодная кислинка его прекрасно дополняет. Готовьте, рецепт очень простой. Повторюсь, что пирог можно готовить с любыми ягодами или фруктами. Пробуйте, делитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».